Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня мы узнаем, как правильно подготовить себя к жизни после смерти, чтобы когда придет ваш час покидать земной мир, вы бы смогли без проблем пройти этап перехода и оказаться в самых лучших райских реальностях, вместо того, чтобы надолго погрузить себя во мрак холодных и пустых реальностей и страдать там на протяжении долгого времени. Несмотря на сопротивление скептически и материально ориентированной части общества, не желающей отринуть собственное невежество, открыть книги и получить знания, продолжение жизни после смерти биологического тела каждого живущего на Земле человека – это абсолютный и непреложный, многократно доказанный и проверенный множеством ученых и исследователей факт. Хотим мы этого или нет, но наше существование не прекращается с гибелью биомеханического скафандра, с которым многие из нас отождествляют себя на протяжении всей жизни в мире трех измерений. А значит, рано или поздно нам придется переехать из привычных нам квартир, домов, городов, стран и окружения в мир с другими, малознакомыми нам принципами, понятиями и физическими законами. Все переезжающие с одного места на другое готовятся к этому мероприятию загодя, зная, что если этого не сделать, то переезд принесет с собой массу проблем и неудобств. Будет много нервов и стрессов, какие-то вещи обязательно потеряются или будут разбиты, грузчики запьют и не появятся в нужный момент, коробки размокнут под дождем и так далее. Никакой разницы с переездом на тот свет в этом смысле нет. Попадая туда с отсутствием каких-либо знаний о том мире, многие люди теряются, пугаются, впадают в состояние оцепенения, становятся призраками или долго носятся в шоке, вздымая руки к небу и выкрикивая: «Неужели я умер? О боже, какой ужас и кошмар!» А никакого ужаса и кошмара на самом деле нет. Заранее получив знания о том, что ждет впереди, сразу после смерти можно улыбнуться, поприветствовать уже знакомый мир и отправиться дальше, к новым приключениям и работе вместе со своими родными и любимыми. Конечно, тот свет всячески пытается помочь этому и снизить количество проблем, которые мы сами себе привозим своим невежеством и нежеланием изучать истинное устройство Вселенной, вместо этого сосредотачиваясь на физических шалогушках, деньгах и прочих ничего не значащих материальных ценностях, и в результате после смерти сталкиваясь с негативными последствиями этих заблуждений. Для помощи нам духовный мир направляет наших ранее усопших близких, наставников и других развоплощенных встречать нас на пороге новой жизни. Эвакуирует из мрачных мест, куда мы сами себя загоняем после смерти своими же некорректными внутренними установками. Сопровождает на всем протяжении перехода в плотном мире, называемого смертью. И все же этого может оказаться недостаточно, поскольку наше сознание и воля, намеренное или нет, это всегда главный фактор в любом событии и в нашей судьбе. Вот почему критически важно подготовиться к жизни после смерти, еще находясь в физическом теле, при жизни на Земле. Самое интересное, что эта новость далеко не новость. На протяжении тысячелетий наши предки, великие учителя, посланники сил света и прочие духовные сущности постоянно говорят нам об этом и пытаются донести эту простую мысль. Отмахиваться от знаний о потустороннем мире, бесконечно повторять «вот когда умрем, тогда и узнаем» совершенно неправильно.
Готовиться к продолжению жизни в духовном мире необходимо при жизни в мире плотной материи. По сути, вся наша жизнь здесь есть подготовка, пролог к жизни там. Именно она определяет количество проблем и затруднений, как и радости и счастья, которые ждут нас впереди. Так как же правильно подготовиться к грядущей жизни, чтобы избежать большинства подводных камней и обеспечить себе прекрасную и радостную жизнь вместе со своими любимыми, уже переехавшими туда и ожидающими нашего прибытия? Прежде всего, необходимо перевести вопрос жизни после смерти из разряда веры в разряд уверенности. Отбросить любые сомнения и все вот эти «хочется верить», заменив их на уверенные знания. Сделать это легко и даже элементарно. Достаточно прочитать все книги из перечня литературы в нашем телеграм-канале и любой нашей книге из цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю», и еще немного сверху. Да, на это понадобится время. У меня, например, ушел год. Но что такое год в масштабах нашей вечной жизни? Ничто. Один курс всем нам знакомых земных университетов и академий. Считайте, что как и в молодости снова сели за парту и вам предстоит курс новых знаний, после чего вы сможете решать, переходить ли на второй курс или одного будет достаточно. Вторым шагом в жизненно важной подготовке к комфортному переезду на тот свет и счастливому воссоединению с родом является изменение подходов к жизни на Земле в целом. Отказ от эгоизма, осуждения, ненависти, жестокости по отношению к кому-либо, оправдание войн, убийств, потребительства, погони за деньгами и материальными ценностями. Обучение умению безусловно любить, прощать и помогать всем, кто в этом нуждается. Духовное развитие на всех направлениях. Это уже сложнее. Мир материи логично сопротивляется этому и будет всеми силами вас останавливать и удерживать. Но это возможно. Огромное множество людей, уже совершивших этот эволюционный скачок, уверенно доказывают и подтверждают это. Но и приз, ожидающий на финише, поистине огромен, велик и бесценен. Он стоит того, чтобы за него побороться. Описанная подготовка принесет вам спокойствие и духовный комфорт, наполнит вашу душу радостью, исполнит любые ваши желания, несмотря ни на какие проблемы, беды и катастрофы, происходящие в окружении или события, кажущиеся таковыми. Закономерным следствием такого очищения сознания, когда придет ваш смертный час, станет спокойный и уверенный переезд на тот свет, быстрое воссоединение с любимыми без каких-либо затруднений и замечательная жизнь в невероятно прекрасных мирах высших сфер духовного мира. Воистину, только мы являемся творцами своей судьбы и своего счастья в любых мирах, пространствах и измерениях. Так давайте же воспользуемся этой, данной нам нашим любящим и любимым единым Отцом способностью и превратим наши жизни в райский, цветущий сад. Ведь это именно то, что Он изначально задумал для нас, чего Он желает для нас и чего Он ожидает от нас. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.